Всем привет! Итак, это подробное видео о поездке на водопады Игуасу из Мар-дель-Платы через Буэнос-Айрес. Посещение и аргентинской, и бразильской стороны, цены, перелеты, переезды, отели, лайфхаки и в целом вид очень красивых и зрелищных мест. Всем приятного просмотра! Еду на ЖД вокзал. Сейчас я на поезде поеду в Буэнос-Айрес. И оттуда на самолете мы полетим на водопады Игуасу. Это такое чудо света. Это подарок от моей семьи мне на день рождения. Будет красиво. Приехали на вокзал, это ИЖД вокзал, и отсюда же автобусы уходят. Автобус в Буэнос-Айрес стоит примерно 35-40 тысяч песо, а билет на поезд обошелся нам 8 тысяч песо. Но говорят, что тоже скоро поднимут цену. И билеты на поезд достать сложно, потому что только они появляются в продаже, и их очень быстро разбирают. Ну вот, сейчас температура закончилась, спрос не такой бешеный, и нам удалось купить билеты на поезд. Немножко сэкономили. Здесь уже дороже кассы. Сейчас мы что-нибудь посмотрим. По поводу билетов на поезд. Из-за разницы в цене на билеты на поезд и на автобус, билеты на поезд покупать сложно, и их очень мало в наличии. Поймать очень сложно, но нам удалось. Значит так, смотреть наличие билетов можно на сайте, ссылка будет в описании. Вот, но купить через сайт можно только если есть ДНИ. Если ДНИ нет, то покупать можно только в кассе по загранпаспорту. Вот мы покупали. Очереди были небольшие, потому что закончился курортный сезон. Когда был курортный сезон, очередь была примерно вот такая за билетами на поезд. Периодически билеты появляются в системе, их можно ловить на сайте, если есть ДНИ, либо можно ловить в кассе, как это делали мы. Продают не билеты, а продают бронь. Ее нужно подтвердить через сайт, и если через сайт не пришел электронный билет, то нужно прийти в кассу и получить физический бумажный билет. Подтверждать нужно за 72 часа, по-моему, до поезда. Поменять билет можно прямо непосредственно перед поездом, просто приехать пораньше. Если покупаешь билет за 2 дня до поезда, как это сделали мы, то продают уже не бронь вот, резерва, а продают уже билет, и уже ничего подтверждать не нужно. Можно с этим билетом проходить на поезд, на вокзал. Вот туда нужно идти, там автовокзал, если бы мы ехали на автобусе. Но сегодня мы едем на поезде, и вот такая уже очередь, чтобы зайти на перрон. Провожающих на перрон не пускают. Ну, людей пропускают, очередь идет быстро. Все, пока. Да. 412 tu coche, ¿sabes? Ah, bueno. Багаж можно сдать в багажный вагон и положить небольшую денежку на чай. Можно оставить в вагоне. Есть целый отсек для чемоданов, и есть верхние полки, как в электричках, например, в Питере. Сюда можно закинуть рюкзаки, но если чемоданы не влезали,
специально отведенное место, их можно прямо на эти полки закидывать. Поезд уходил в 9:59, и отправился он ровно секунду в секунду, что удивительно для Аргентины. И опоздавших мы не заметили. Поезд идет из Мар-дель-Платы до Буэнос-Айреса примерно 6 часов. Еще в поезде с той стороны, где туалеты, напротив есть раковины, что можно было сполоснуть там, не знаю, руки, матешницы. Рядом стоит кулер, можно наполнить свой термос горячей водой, ну, потому что все пьют маты, поезд не исключение. И воды можно налить хоть сколько, абсолютно бесплатно. Поезд прибывает на вокзал Конституцион, а не Ретиро, как если бы мы ехали на автобусе. Дальше приехала, заселилась в гостиницу. Гостиница оказалась не айс, называется «Ожидание, реальность». Был сломан стул, из 7 лампочек работало 5. Пытаешься включить пристенный светильник, и выключатель остается в руке, вытаскиваешь из розетки шнур, розетка из стены тоже выпадает, открываем окно, рама повисла. Мы думали, что когда мы будем выходить из номера, просто все схлопнется, как карточный домик. Вот. Но менять мы уже ничего не стали, потому что бронь была невозвратная, а нам нужно переночевать было всего 1 ночь. И мы пошли гулять по вечернему Буэнос-Айресу. Ближе к центру. Площадь с колонной. Потом к каналам пошли. Там ночная жизнь кипит. Тусовки, бары, дискотеки. Весело, здорово. И там мы начали отмечать мой день рождения. Оксана. Roxana. Roxana. Днем рождения! Давай! Утром мы вкусно позавтракали в ближайшей кафешке и стали собираться в аэропорт. Алена договорилась со знакомым мужчиной, Александр, оказывает услуги трансфера. Он нас довез до аэропорта. Взлетает самолетик, я поймала. Вообще-то мы зарегистрировались онлайн, но все равно подошли к стойке, чтобы выбрать места. Аэропорт очень удобный, компактный, все быстро, очереди проходили быстро. И мы летим на Игуасу. Билет на самолет стоил 8000 рублей в обе стороны. Если покупать сильно заранее, можно купить дешевле. Лететь до Игуасу 1,5 часа. Долетели с комфортом, быстро, хорошо.
бортпроводники очень приветливые, дружелюбные. На борту раздавали напитки, бутерброды, все за денежку, конечно, потому что перелет небольшой, поэтому бесплатно не кормили. И вот мы прилетели в Пуэрто-Игуасу. Чтобы добраться до города, можно дождаться автобуса. Остановка прям рядом у выхода. Билет стоит 3500 песо с человека. Но мы взяли такси. Такси стоит 12 тысяч за всю машину. То есть на троих плюс-минус то же самое получается. Фиксированных цен нет на такси в городе. Нужно договариваться с водителем, сев в машину уже. Uber там не работает, то есть машину могут вызвать вам все там местные, к любому можно подойти, он может вам вызвать машину. Или, например, вы в ресторане выходите, вам тут же предлагают вызвать такси. Да, но цена, еще раз повторюсь, договорная. Как договоритесь, так и поедете. То есть понятно, что они начинают там с большей цены, мы говорим меньше, сходимся где-то на середине. Приехали в апарт-отель, он был в разы лучше, чем мы в Буэнос-Айресе останавливались. Ключи взяли в сейфе, который был под кодом. Удаленно, да? Да. Но, например, у нас не было в пульте батареек, мы об этом написали парню, с которым договаривались о жилье. И буквально там через 10 минут он прибежал, поднес батарейки. Вот. Называется «Почувствую разницу». То есть там нам в любой мелочи отказывали в Буэнос-Айресе, а здесь все было идеально чисто, продумано все до мелочей. И нас очень порадовал этот апарт-отель. Флёрс называется. Красиво. В каждой комнате балкон. Комплимент в честь дня рождения нас ждал с милой открыточкой. Очень нам понравилось все. И, кстати, когда выселение было в 12, но нам сказали, что можно, например, оставить вещи в соседнем отеле, можно там даже отдохнуть, так как вылет у нас был вечерний, и я там полдня у бассейна провела. Абсолютно хорошая гостиница, хороший отель, приветливый персонал, все чисто, все здорово, рекомендую. Вечер мы провели, празднуя мой 41-й день рождения. Нам посоветовали ресторан с красивым видом, но предупредили, что еда там не очень. То есть там, где могли бы порекомендовать вкусную еду, не очень вид. Поэтому мы выбрали вид и не прогадали. Он нам очень понравился. Ресторан с видом на реку Игуасу, по которой проходит граница между двумя странами. Напротив мы видели Бразилию, колесо обозрения, вот это яркое, это Бразилия. И напротив страна Парагвай, их соединяет мост, который называется мост дружбы. И внизу по реке ходили кораблики такие цветные с фонариками. Было красиво. В ресторане живая музыка. Очень душевно. Очень понравился ресторан. Рекомендую. Tu preferido junto. A ver las palmitas arriba. Это автобусная станция, она находится рядом с нашим отелем. И отсюда можно уехать в аэропорт, на водопады Игуасу, в Бразилию, да куда угодно. Мы зашли, вот здесь есть кассы. Мы купили билет 7000 песо с человека, доехать до водопадов. Этот же автобус заберет нас обратно, это все входит в эту сумму.
ехать до парка Игуасу примерно полчаса. В дороге встречаются знаки о том, что ехать нужно аккуратно, осторожно, не быстро, чтобы не сбить леопардов, выбегающих на дорогу. Прям как у нас про лосей. Bienvenidos. Слушай, мне кажется, здесь даже типа паркинг, ой, этот, как это называется, это с палатками, кемпинг. Очередь. Вышли из автобуса, видим две очереди. Одна большая, другая чуть поменьше. Думали, как встать. Та, которая большая, оказалась для покупки билетов в сам парк. Если у вас есть прекария или ДНИ, можно сделать хотя бы фото и показать на кассе. Цена билета будет 2500 песо вместо 20 тысяч песо для туристов. Вторая очередь оказалась на покупку экскурсии на лодку, чтобы прокатиться под водопадами. И пока мы стояли в первой очереди, вторая очередь рассосалась. Мы подумали, здорово, купим без очереди. А оказалось, она рассосалась, потому что билеты на лодке закончились. Но сказали, что можно подойти к 11 часам, и если кто-то откажется, ну или не придет по своему билету, то мы можем занять эти места. И да, нам получилось взять 2 места. До лодки нас довезли на таком грузовике с сиденьями, что-то похоже на джип-сафари. Ехали по джунглям. По пути гид нам рассказывал, показывал животных, которых мы можем встретить. И такие мы видели обезьян и тукана, птицу цветную такую с огромным клювом. Рассказал сначала на испанском, потом на английском, чтобы всем было понятно. Было весело. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Dónde nos visitan? México. México, lindo y querido. Muy bien. Somos Moscú de Rusia. Rusia. Muy bien. Singapur. ¿Aquí? Rusia también. ¿Aquí? New Zealand. A ver. ¿Dónde estoy? España. A ver. Vamos. ¿Aquí? Welcome. Australia. Welcome. ¿Aquí? Welcome. Mar del Plata. Mar del Plata, acá. Buenos Aires. Bueno, acá también Buenos Aires. Buenos Aires. Acá, Buenos Aires. Aquí, hello, where from? Australia, aquí. Buenos Aires. Acá. Buenos Aires también, aquí.
Buenos Aires, muy bien. Когда на джипе мы подъехали к тропинке, к лестнице, которая ведет к лодке, там были переодевалки, души. Нам выдали мешки, такие прорезиненные герметичные мешки, чтобы мы сложили туда свою одежду, какие-то вещи типа телефонов, чтобы они не промокли. Но телефоны мы не стали складывать. Кстати, мы разделись до купальников, это было очень удобно, потому что дождевик, который надевали некоторые люди, ну, он вообще не спасает от воды, потому что мы прям заезжаем под водопад. Это здорово, но ты полностью мокрый потом. Нужно сухую одежду запасную иметь, чтобы переодеться. А мы просто сняли одежду, были в купальниках и в жилете в спасательном. И, в принципе, пока по лестнице поднимались, купальник уже высох. И мы надели свою сухую одежду, которая у нас и была. Ну, понятно, что это подходит только когда погода теплая, когда там лето, и светит солнышко. Потому что бывают дни, когда идет тропический ливень, и, ну, в принципе, нет варианта сухой одежды. Перед тем, как ехать на Игуасу, мы посмотрели ролик, где девушка сказала, что ей катание на лодках не понравилось, что было долго, мокро, экстремально, кидала из стороны в сторону, и единственное чувство было, поскорее бы это все закончилось. Но нет, нам очень понравилось, это так живописно, так круто, такие эмоции, весело, просто здорово, я всем рекомендую обязательно кататься. Единственное, что отличало наш день от того дня, когда они катались, это то, что у них целый день шел дождь и так. Наверное, поэтому им не понравилось то, что было мокро. А у нас была жара 30 градусов, поэтому заехать в водопады, брызги, вода, это все было классно, весело. И нам очень понравилось. Всем рекомендую.
И еще был смешной момент, когда мы ехали вперед, навстречу нам ехали такие же джипы с людьми, и они были мокрые и грустные. А мы ехали веселые, махали им руками, ну, они нам немножко тоже. И мы даже с подругой подумали, что там такое происходит, что они все такие мрачные. И когда мы ехали обратно, и навстречу нам ехали джипы с веселыми людьми, а мы прямо вот так в один момент, как будто с подругой переглянулись, таки мы поняли, почему поездка на лодках показалась супер короткой. То есть мы думали, что это будет хотя бы на час. Вся дорога на лодках заняла примерно полчаса. А почему-то мы думали, что это будет хотя бы час, потому что, нам сказали экскурсия 2 часа. Мы такие, окей, там 20 минут едешь на джипе, там переодеваешься, 20 минут обратно, и час где-то катаешься. Но нет, лодки заняли от силы минут 30, и это было немножко грустно. Итак, дальше были водопады, и с аргентинской стороны есть 2 тропы, верхняя и нижняя. Так как мы уже много времени потратили на лодке, и так как у нас с собой была коляска с малышом, мы выбрали верхнюю тропу, там проще. Не нужно брать специальную коляску. Для нижней тропы, в принципе, их выдают, но мы успевали пройти только по верхней, и эмоций и так хватило, хотя если бы у нас был еще один день для аргентинской стороны, то мы бы еще раз пошли все это посмотреть. Это очень зрелищно, очень красиво, очень классно. Всем советую. Нереальные виды, нереальные эмоции. Очень красиво. Я, наверное, первый раз видела такую красоту. Не могу даже ни с чем сравнить. Я бы поехала на Игуасу еще раз. На лодке мы заплывали вот туда, и там дальше вот такой водопад, и они это называют душ. Идем навстречу. Сейчас мы встретимся. Это кто тут такой красивый? Дай 5. Эй, куда же ты?
здесь ОКБ. Гоп-стоп. О, они ползают по деревьям. Ничего себе. Вот это да. Дорожка, вон обезьянка. На кого не наступит? Маленький, с малышом, она с малышом.
На бразильскую сторону ездила только моя подруга Алена, и сейчас она расскажет, кто почем там. Итак, Бразилия. Бразилия находится с другой стороны реки, и оттуда тоже можно посмотреть на водопады. Отличие в том, что смотровая площадка с аргентинской стороны находится наверху, а на бразильской ниже. И поэтому ощущение, что находишься в самом эпицентре. Брызги от водопада долетают до смотровой площадки, и можно реально промокнуть. Из-за наводнения смотровая площадка над глоткой дьявола со стороны Аргентины закрыта. И получается, что смотреть на самый большой каскад можно только с бразильской стороны. Добраться туда можно на автобусе с этого же автовокзала. Цена билета 5000 песо туда и обратно. Самое интересное, что по карте бразильская часть, бразильский парк, находится ближе, чем аргентинский. Но из-за того, что нужно проходить границы, дорога займет больше времени, порядка часа. Естественно, гражданам России нужно иметь с собой загранпаспорта. И если вы едете с детьми, нужны согласия от вторых родителей. Я ездила одна без мужа, мне нужно было разрешение на моего маленького сына. Вход в парк стоит 36 тысяч песо, но по аргентинской прикарии вход для меня стоил 22 тысячи песо. Съездить на бразильскую часть можно как одним днем, так и остаться в отеле. На территории самого парка находится шикарный отель хорошего уровня, стоит он дорого. Причем вид из некоторых номеров идет непосредственно на сами водопады. Те, кто проживали в этом отеле, даже не все гуляли по парку, так как наслаждались видом из своих номеров. Самое интересное, что как только вы доезжаете до парка в Бразилии, вам нужно будет пересесть еще на один автобус. То есть вы попадаете на территорию парка, но чтобы добраться до водопадов, до той части, где можно выйти и погулять, нужно ехать еще на одном автобусе, примерно минут 10-15. Для тех, кто с детьми, с колясками или же для маломобильных граждан, есть лифты. И можно будет опуститься на нижний уровень на этом лифте, где в непосредственной близости вы подъедете к водопадам без каких-то ступенек, без проблем и так далее. Кстати, по поводу автобусов. Автобус из Аргентины до бразильской части отправляется раз в час. И также обратно из Бразилии в Аргентину автобусы возвращаются каждый час. Когда вы будете покупать билет, вам сразу на руки дадут две квитанции. Одну вы покажете, когда будете ехать в Бразилию, а вторую покажете, когда вы будете возвращаться. На бразильской стороне, так же как и на аргентинской, можно поплавать на лодке, но стоимость лодки будет на 15 тысяч песо дороже. И, кстати, только с бразильской стороны можно посмотреть водопады на вертолете. Стоимость такого удовольствия порядка $300 на человека. Время в полете 10-15 минут. И вертолеты забронировать заранее не получится. Нужно будет приехать в парк и в порядке живой очереди подождать.
Так как вылет был вечерний, после того, как Алена вернулась из Бразилии, мы посетили ресторан мексиканской кухни, который заприметили еще в первый день нашего прилета. Он находился рядом с нашими апартаментами, очень красиво мигал огоньками. И не пожалели. Еда вкусная, ценник нормальный, вменяемый. После официант вызвал нам такси, и мы поехали в аэропорт. В аэропорту какое-то время еще подождали. Полет прошел прекрасно и в ту и в другую сторону. Стюардессы очень милые. На обратном пути нас встретилась одна стюардесса, которая летела с нами вперед. Она нас узнала и очень бурно поприветствовала. На подлете к Буэнос-Айресу очень-очень красиво, сверху все смотрится, большой стадион видно и много всяких интересных улочек, домиков, все красиво. На следующий день Аленка улетела в Россию, а мы с Женей поехали на поезде из Буэнос-Айреса в Мар-дель-Плату домой. Bienvenidos a Buenos Aires. Hemos aterrizado 20:50 hora local. No te muevas de tu asiento hasta que el avión se detenga. Señales de emergencia cable y la...